Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события июня, события будущего. И я хочу вас поблагодарить, мои дорогие девы, за то, что вы смотрите мои видео, читаете мои публикации на сайте, за ваши добрые искренние комментарии, за вашу поддержку. И июнь, первый месяц лета, и доброе небо июня призывает нас к терпению. Хорошо пробовать в это время что-то новое, словно примерять на себя, годится, не годится, получится или нет. Где-то через опыт мы познаем, есть смысл заниматься каким-то вопросом, или есть смысл что-то продолжать, или нет. Но через опыт мы понимаем, как многие возможности нас могут ожидать. То есть мы не отказываемся загодя от чего-то, а какой-то пробный шар делаем. И научиться смотреть далеко, вперед. Вот такая стоит перед нами задача. Может быть, и изменить образ мышления. Решиться на что-то. И в июне противопоказано волноваться, мои дорогие девы. Волноваться по пустякам, по какой-то ерунде. Или, наоборот, строить, словно вокруг себя крепости, заборы. Не лишайте себя радости. Отпускайте то, что может вам не нравиться, где-то раздражать. Не реагируйте на это. Будьте добрее к самим себе. Мы все будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры до конца 2025 года. Но я бы сказала, большая адаптация или выдержка от нас потребуется в 2026, потому что это год огненной лошади. И как и сами события словно могут ускоряться, причем в таком переходить в галоп словно, да, в бешеный темп, так это может касаться и информации. Но мы идем дальше, у нас пока июнь, и я хочу вас пригласить на свой сайт, оставлю ссылки в описании под видео на разные статьи, в том числе и на астрологический прогноз на июнь. А также для тех, кто хочет поддержать мое творчество, стать спонсором, есть ссылка для перехода. Итак, события ближайшего будущего. Июнь. Он уже начался. Но что же прояснится в июне? С чем это будет связано? Что откроется, может быть, для вас? Вполне вероятно, какой-то вопрос даже решится, да? И уже все становится по местам. Итак, что нам расскажут? Маленькие карты с рандомными значениями. Никогда не знаешь, что тут совпадет. А вот какой-то путь, смотрите, прямо путь к любви, ну буквально, путь, дорога. И роза – это значение любви. Понятно, у кого-то может проиграться, когда вы со своим любимым человеком на расстоянии и будете либо встречаться в июне, либо заниматься подготовкой к этой дороге, к этой встрече. Может быть, и к вам кто-то торопится. Я такое тоже могу допустить. А для кого-то все же мы все разные. Дорога – это как бы и дорога дорогой, а любовь любовью. То есть есть какие-то дороги, перемещения, может быть, и вообще больше драйва в июне. Но и про любовь это палитра личных отношений имеет для вас точно значение и смысл. И значит, прояснить вы что-то можете как и по перемещениям, так и по личной жизни. Будьте внимательны. Здесь может быть, смотрите, как новость какую-то вы получаете. Почему так говорю? Сейчас объясню. У вас есть значение змеи. У нас сейчас год змеи, поэтому призывают нас к мудрости. Или, может быть, все то, что вы слышите, делите надвое. Допускайте какой-то альтернативный вариант. Ну, где-то допускайте и то, что люди вам не скажут правды. Может быть, и вам придется где-то отступить полшага назад, уйти словно в тень. Дать себе возможность такой вот маневр совершить, чтобы додумать ситуацию ту или иную. Или, мои дорогие девы, дополнительную информацию найти. И не торопитесь кому-то говорить четко «да» или «нет». Здесь явно что-то неоднозначно. Здесь нельзя не отказаться. Все-таки змея. Гибкость. Подстроиться, адаптироваться нужно. Недаром Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться, ну, адаптироваться, культурно говоря. И вы знаете, тут есть еще и второе значение, вот прямо в этом квадрате. Это колокол, это неожиданное известие. Вот
понимаете, что-то может прийти такое, что нас ставит в тупик. Или мы, правда, не ожидали ничего подобного. А вот то, что мы первый момент слышим, опять же, точно делить надвое, это то, что я сказала прежде. Потому что, может быть, есть какой-то вопрос, когда человек специально тень на плетень наводит вас, пытается увести от какой-то темы. Поэтому вот рационализм, а вы этим качеством обладаете наиболее продуктивно из всех знаков зодиака. Поэтому хладнокровно любую информацию воспринимайте и ищите как бы альтернативный вариант. Или уточняйте, что же это было. Или спросите себя, а что человек вообще, зачем ему это нужно? Вот такой вопрос, зачем ему это нужно? Потому что если мы иногда задаем вопросы от противного, как будто видим с другого ракурса, мы сами для себя открываем какие-то новости, или мы пойдем в том направлении поиска информации, которая более достоверна. Вот и такое я тоже не исключаю. Ну, давайте пойдем дальше. А вот все равно, тут даже, знаете, как, может быть и такая вот история. Смотрите, вы слышите новость, она вас словно так вот, ну, обезоружила, вы не знаете, что с ней делать, а в конечном-то итоге у вас ведь все равно все получается. Смотрите, любовь, дорога. Может быть, это, как, к примеру, слышите новость, а вы собираетесь куда-то далеко, и вы ждете визу. Вам первая новость, а нет, эту визу нельзя получить, там либо очередь, либо запись, ну, там не тысячу каких-то препонов, да. А на самом деле тут есть и альтернативные варианты, и вы их найдете очень быстро. И вполне вероятно тут, потому что как будто вот это уже состоялось. Это как в небесном расписании запланированы какие-то добрые моменты. И более того, тут любовная какая-то тема и одновременно узел. Это прочная связь. Будьте внимательны. Да, ну тут понятно и не все золото, что блестит, но и самому себе или самой себе не нужно где-то себя останавливать, понимаете? И если вы словно упираетесь в какую-то стену или в тот самый забор, знайте, что вам просто нужно найти какой-то альтернативный вариант или дополнительную информацию, или ну как-то по-другому подойти к решению вопроса. Для вас не просто открыты пути, посмотрите. И если вы задумали переезд, дорогу, у вас получится, мои дорогие девы? Может быть, это не в те вот прямо четко сроки, как вы себе ну, просчитывали что-то или планировали, но у вас два значения, которые говорят и о переезде, или о поездках, перемещениях, так и буквально. Это как судьба открывает путь. И ключи вы найдете ко всем, и одновременно дорога. Иногда для кого-то может быть далекая миграция или далекая куда-то поездка. Может быть, это связано, ну, как релокация офиса или необходимость по работе, тут у каждого по-своему, или воссоединение семьи. Но это перед вами открывает совершенно новые возможности. Либо вы в гости, либо к вам в гости. Вот я такое тоже допускаю. И вы знаете, вообще, вот то, что я сказала, вот по этому квадрату, подтверждает свеча, спокойное течение жизни. Может быть, знаете, банально, вы люди очень уравновешенные. Вы умеете анализировать сами, не перекладывать на кого-то свои эмоции. Не все обладают такими качествами. Для вас это не всегда хорошо, потому что есть в нашей жизни такие моменты, когда лучше эмоции выплеснуть, а не утрамбовывать, фундаментировать в самом себе, чтобы они нам потом возвращались бессонными ночами или каким-то ненужным анализом. Нам можно было, ну вот как снять это напряжение. Поэтому не додумывайте слишком много, а проясняйте лучше, понимаете? Тут все, как знаете, на ладони, стоит каждая тема у причала каждого дня. Здесь не нужно что-то переносить надолго, или вот особенно то, что касается каких-то недоразумений, непоняток, непонятной информации. Спокойное течение жизни. Тут, правда, может быть какой-то фейк или намеренно человек вам может что-то говорить такое, глядя на вас. Что-то ты такой уверенный. Ну-ка, дай-ка я немножко твою уверенность хочу поколебать, чтобы ты так вот, может быть, улыбка с твоего лица спала. Вот даже это, будьте к этому готовы, потому что все же змея.
Здесь либо наблюдает или наблюдал кто-то за вами, да, а здесь его прорвало, мы говорим, уже он сам не сдержал эмоций и начинает какие-то такие козни строить. Вот по поводу козней будьте внимательны, хотя ведь вам ничто не мешает. И явно человек этот знает, что он вам не может помешать, но он может пытаться воздействовать на вас, мои дорогие девы, через эмоции. А у вас еще и радость. Смотрите, как здорово. Ну, тут правда. Мало что любовь, а еще смотрите, тут у нас и гости, и переезды, да, или поездки, или открытые, словно судьба открывает пути. А еще и лебедь. Это тоже любовь, но это верность, это искренность и радость. У кого-то тут такая встреча планируется. Да точно, смотрите, еще и солнце. Вот такие энергии июня. Что прояснится? А ведь правда что-то прояснится. Может быть, это вот, кстати, вы уже находитесь в этих энергиях, обдумывая там какую-то ситуацию, вопрос, проблему, и вы себе скажете, да вообще ерунда, это меня тут специально от темы увели. Вот я такое допускаю. И в нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды по вертикали и по горизонтали. Смотрю, что у вас еще совпало. Но я не вижу совпадения. Поэтому мы с вами идем дальше. И если мы спросили, что прояснится, вот давайте узнаем, что же у вас в конце концов, или какая сфера жизни у вас прояснится. С чем это будет связано? Первая карта – неожиданности. Вторая карта. Третья карта. Что вас будет радовать, мои дорогие? Добрые события. Что вас приятно удивит? Что вам в помощь? И к чему это все идет? Ну, для чего все это было нужно, в конце концов? Почему вот именно надо было такой путь пройти, а не какой-то другой? И достанем по основным сферам жизни, ну, где-то вот в связи с этими событиями, как будут для вас конкретные, какие энергии срабатывают, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то как раз и эти самые документы. Деньги, финансовая история или аспект и личная жизнь. Что же там у вас прояснится? Вот все то, что я только что говорила, карта подтверждает. Да, где-то будь готов к неожиданностям, это правда. И это старший аркан. Это аркан сам по себе скорости, неожиданностей, возможностей. Это карта победы где-то, как успеха, мои дорогие. И этот успех уже вот близко как будто. Да, еще какой-то путь нужно пройти. И у кого-то, правда, либо поездки, либо, может быть, далеко, или поближе, когда просто больше вашей активности, какого-то жизненного драйва, или конкретный человек, ваша встреча, подготовка, или она уже состоится в июне. Но у кого-то это могут быть вопросы, связанные с вашей занятостью, с работой. Все же больше эта карта обрисовывает нашу деятельность где-то, если мы перекладываем на сферы жизни. Поэтому тут тоже какие-то возможности. И нам ведь именно возможности. Нам говорят, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Встречай все то новое, что приходит на твой порог. И я говорила, хорошо пробовать в июне. И вот эта карта подтверждает. У вас тут действительно может что-то проясниться, вы поставите словно точку и буквально рванете вперед, мои дорогие девы, на что-то вы решитесь, потому что словно все гештальты закрыты, все точки над «и» расставлены. Как-то так. Что же в неожиданностях? Два старших аркана. Аркан отшельник – это мы, ну тут может захотеться, кстати, уединиться. Уединиться вот от таких персонажей, которые не приносят нам добрых эмоций. Для вас это будет неожиданно. Тут как бы, смотрите, вам нужно соединить именно эмоциональный фон своего настроения, потому что у вас что-то идет как в гору, вверх, к успеху. И вот эта ложка дегтя, она может выглядеть так, что, ну, где-то неожиданно. И вам захочется отойти от дел, словно отгородиться от мира. Хотя это может быть вот, ну, вы ничего подобного не планировали.
Но отшельник это может быть и другое значение, все-таки старший аркан. Вот как по судьбе я сказала, да, и дорога, и ключи. И вы можете принять окончательное решение, может быть, неожиданно. Неожиданно, потому что вы тоже не планировали. Отшельник ведь это, с одной стороны, мы надеемся сами на себя, но и вы, кто как раз на себя и надеетесь. Но мы словно направление меняем. Или мы можем что-то передумать, переделать. Собирались в одну сторону ехать, поедем в другую. Или собирались, намеревались одно дело развивать, а здесь тоже палитра ваших интересов может измениться. Мы именно путь свой жизненный выбираем. И вы расставляете все по местам. Но, может быть, карта говорит, не так быстро, кстати. Отшельник – это не есть пауза. Но это медленная энергия, это не так быстро. Отшельнику нужно все подметить, что происходит вокруг, может быть, и просчитать, потому что идет-то он в одиночку, поэтому это может касаться какого-то творческого проекта. Или когда вы задумаете работать на себя самого, может быть, и отправиться в какую-то новую страну или в новую местность, и вы будете искать информацию, к этому готовиться. Вы с чем-то определитесь окончательно. Но когда старшие арканы, мои дорогие девы, это значит и внешняя обстановка вас подталкивает к этому решению. Добрые события. Что вас приятно удивит? Ёлки-палки. Извините, еще один старший аркан. Вот смотрите, как у вас получается, что прояснится. Аркан Колесница, драйв, да, скорость какая-то, отшельник. Но вот это путь, который лично ваш. И если мы говорим добрые события, страшный суд. Это между прошлым и будущим. Это все то, что я только что говорила. Просто эта карта как заключительным аккордом вам выпадает, что эти перемены, к счастью, к новому качеству жизни. Суд совсем не страшный, ведь это карта выздоровления. Причем это карта старшего аркана. Когда мы от какой-то болезненной ситуации выздоравливаем, или нас отпускает боль, разочарование, мы сами понимаем, что это не имеет смысла. Мы сами где-то закрываем в прошлую дверь. И карта нам трубит буквально о возрождении, потому что по этой карте, ну, страшный суд, это словно ангелы сейчас за вами наблюдают и помогают, мои дорогие девы, для того, чтобы вот эти перемены, вот эти самые добрые какие-то энергии вошли в вашу жизнь, и, может быть, изменилось качество жизни, открыв новые возможности. Вот будьте к этому внимательны. Тут, правда, могут быть подсказки в каких-то внешних событиях, с внешней информацией, но вам как будто в полный вперед. Пусть это не в таком быстром темпе, нужно что-то и подметить, нужно и изучить, нужно еще информацию найти, но оставляйте все то, что вас может раздражать или вас может каким-то образом, ну, снова окунать в какие-то воспоминания, которые вообще к делу не имеют отношения. Вот какой-то жизненный путь в совершенно новом качестве. Если мы говорим успех, перемены, счастливые какие-то события, возможности. Или для кого-то из вас, может быть, и по части их жизни, когда вы разбираетесь, к примеру, даже с той какой-то прежней историей, которая вас словно в тисках держала, может быть, и были напрямую вопросы, связанные с судом. Вот здесь что-то может определиться, завершиться тоже, и вы словно стартуете вперед. В любой сфере жизни может это происходить. Перекладывайте на себя. К чему это все идет? И 1000 дорог сойдутся в одной точке. Вот к чему это все идет. Но вообще, мои дорогие, ух, как интересно у вас может быть в июне. 2 карты скорости, как и 8 жезлов, так и карта старшего аркана, колесница, словно одна другую дополняет, подтверждает. Не застревай надолго в каких-то своих измышлениях. Потому что тут явно у вас в июне буквально от скорости будет возможно решение какого-то вопроса или по какой-то теме, когда... Вот почему эмоции вам могут помешать. Или ложная информация, кстати. Вот. А вам как будто нужно не терять ни минуты, а быстро на что-то согласиться. Может быть, куда-то поехать, найти эту дополнительную информацию или что-то прояснить. Мы не можем что-то отложить на потом. Действуй, буквально говорит эта карта. И тогда вот тут у нас 8 дорог. Это, ну, аллегорически, я говорю, 1000 дорог сходятся в одной точке. Не упустите время. По этой карте мы как мчимся к собственному успеху. И наша жизнь набирает темп.
Вот это к чему идет. Сфера вашей занятости, документы. Ну вот правда, тут может что-то, какая-то информация, словно выбивать из колеи. На самом деле это карта искаженного восприятия. Мы тут можем додуматься до неизвестно чего, или нам может казаться. Вот, кстати, когда нам кажется, очень четко передает эта карта. Девушка, она нам показана в одном положении, в одном месте, а вот видит она себя как с завязанными глазами и перевязанными руками, в какой-то путанице, в каком-то лабиринте. Я уже не повторяюсь, потому что я многократно об этом говорила, поэтому не додумывайте, а проясняйте, потому что казаться нам может все что угодно. Или если мы соскользнем на какие-то эмоции, или начнем сравнивать, кстати, с прошлым, вам это не помогает. Все добрые энергии сейчас пытаются для вас, мои дорогие девы, завершить то, что должно быть завершено. Поэтому отпускайте, даже если что-то или кто-то пытается уходить из вашей жизни. Или отпускайте какую-то прежнюю ситуацию. Она уже больше не повторится, но помешать вам вот с этим восприятием точно может. Что же там про деньги? Еще один старший аркан. Новые способы заработка, к примеру. Это вы, как, знаете, начинаете с чистого листа. Или, перевернув страницу собственной жизни, пишите новую пьесу или новую главу. Но будьте осторожны, все-таки шут у нас всегда есть возможность совершить ошибку. Вот у нас девушка показана, да, словно так прогнулась назад, ей кажется, она парит, явно у нее что-то получилось, ее воодушевило, и ей кажется сейчас, ну, что-то волшебное произойдет. А в руке у нее вот этот предмет такой не совсем понятный. Это прообраз Грааля. И вот она забыла о чем-то очень важном. И сама-то она и собой где-то рискует, находясь на краю обрыва и держась за сухой сук или какую-то палку, даже нам не показывает художник конкретно. А вот этот Грааль находится над омутом. И мы этого не видим, не замечаем, а словно какие-то силы, они уже начинают работать, какая-то алхимия уже происходит. Поэтому будьте внимательны, слушайте свою интуицию. Интуиция, мои дорогие девы, до конца 2025 года – это ваше все. Вам интуиция будет давать правильные подсказки в тех случаях. И, кстати, интуиция – это не глубокая, повторюсь, философия на мелком месте. Интуиция – это прекрасный тандем интеллекта, первое, не путать с сознанием. Сознание – это наша привычка. Наше сознание работает именно по шаблону, давая нам постоянно какие-то из прошлого, ну, это же сознание, уже что-то проработано, проиграно, и даже пусть это было с минусом, нам сознание все равно будет настойчиво предлагать этот вариант, а выход ищет наш интеллект. Так вот, интуиция – это прекрасный тандем и интеллекта, как высшего знания, так и предыдущего опыта, который мы оставляем как ситуацию. Уже не переживаем, без эмоций. И это у вас на деньги. Ну, может быть, и какие-то важные решения вы будете принимать. Но я и не исключаю, все же нулевой аркан – это как начало. Тут, посмотрите, несколько карт вам говорят о том, что вы словно между прошлым и будущим. И по тройке пентаклей, вот нам трое плетут светофор. Буквально пару стежков и зеленый свет. И у кого-то что-то подобное будет по личной жизни. Может быть, связаны переезды, поездки, или это когда мы можем договориться даже. Но тут надо понимать, что ведь эта карта еще сдачи экзамена. И у кого-то этот экзамен, ну, личная жизнь не только про любовь. Может быть, вы учитесь, получаете сертификат или диплом, завершаете именно учебу. И вы уйдете с головой в эту учебу. А для кого-то из вас это может быть как экзамен жизни. Нужно не повторить какую-то ошибку. И правда, если мы, так в нашей жизни бывает, если мы с каким-то вопросом, с темой не разобрались на первом этапе, нам жизнь повторяет этот урок. Мы часто сетуем, что за дежавю в нашей жизни. Да, вот есть какая-то ерунда, которая все никак от нас отцепиться не может. Повторяется, ну пусть с другими персонажами там или в каком-то другом месте. Но в принципе вот где-то концепция, она схожа.
Так вот, это значит, какой-то экзамен жизни мы должны пройти. Но это, кстати, карта будет еще одновременно советовать. Все равно изучать что-то новое, адаптироваться к какой-то новой ситуации. Мы можем изучать языки. И вот, кстати, все то, что мы делаем, как будто это наши шансы по личной жизни увеличивает. К примеру, изучать языки, я сказала, да? Начать изучать языки, если вы один или одна, кто знает, может быть, вы познакомитесь с кем-то, правда? Или вам это каким-то образом будет помогать. Тут вот не ради любопытства мы изучаем, а мы это переложим на практику и получим бонус. Но также языки у кому-то бонусом могут выйти и по работе, все-таки у нас пентакли. Тогда вы более востребованы, ресурсны на рынке труда. Или банально, какие-то другие знания для вас открывают новые перспективы. Вы условно сможете, мои дорогие, заработать деньги своим умом. Или что-то доизучив, или приобретая еще какой-то навык, скилл, ремесло, вы делаете себя более уверенным. Вы для себя расширяете вот саму по себе палитру ваших возможностей. Одним словом, вам все равно отсюда вперед. Вот все карты о возрождении. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.